тот майский день озеро в канадской провинции Онтарио было удивительно спокойным. Легкий туман поднимался над гладью воды, отражая первые лучи утреннего солнца. Воздух пах влажной землей, хвоей и прохладой, которая предвещала прекрасный день для рыбалки. Двое друзей Ронко, Джон и Майкл, и стояли на пристани, готовя снасти. Они были опытными рыбаками и приезжали на это озеро уже не первый год. Каждый раз им удавалось поймать приличного судака или крупного окуня, а иногда даже щуку весом под 10 килограммов. Мужчины любили это место за тишину и за то, что здесь почти никогда не было туристов. Только ты, природа и покой. На этот раз, однако, им предстояло пережить нечто, что изменит их представление о жизни и о том, что значит быть человеком. Они спустили лодку на воду, включили мотор и направились к своему излюбленному месту, где дно уходило на глубину, а рыба обычно клевала особенно активно. Мотор урчал тихо, вода разбегалась под носом лодки, а вокруг стояла почти мистическая тишина. Казалось, даже ветер не хотел нарушать покой этого утра. Когда они забросили первые удочки, Джон с улыбкой сказал: «Сегодня будет наш день, Майк. Я чувствую, клюет будет знатно». «Будем надеяться», — ответил Майкл, прислушиваясь к звукам леса. Но вместо ожидаемого чавканья рыбы или крика, чаюка не услышали нечто странное. Сначала это был едва различимый звук, будто кто-то тихо стонал или плакал. Мужчины переглянулись. «Ты слышал это?» — спросил Джон, нахмурившись. «Да, и мне это совсем не нравится», — ответил Майкл, откладывая удочку. Они замерли, пытаясь понять, откуда исходит звук. Сначала казалось, что это просто ветер играет в камышах, но потом стало ясно. Кто-то или что-то действительно плачет. Звук был тонкий, жалобный, будто зов о помощи. Рыбаки направили лодку ближе к берегу. И вот, когда они подплыли, перед ними предстала картина, от которой у обоих ёкнуло сердце. На берегу стояла крупная лосиха. Она металась из стороны в сторону, издавая беспокойные звуки. Ее движения были резкими, отчаянными. А в воде, совсем недалеко от берега, барахтался маленький лосенок. Он, очевидно, поскользнулся на мокрой траве и скатился с крутого берега прямо в воду. Берег в этом месте был обрывистый, глинистый, и выбраться обратно малышу никак не удавалось. Мать металась, но помочь не могла. Каждый раз, когда она приближалась к краю, земля осыпалась под ее копытами. Рыбаки, наблюдая за этим, переглянулись. «Не вмешиваемся», — сразу сказал Майкл. «У животных свой порядок, сама справится». «Думаешь?» — Джон покачал головой. «Посмотри, он же тонет». Но он все же подчинился инстинкту осторожности. Все знали, что лосихи, особенно с детенышами, крайне опасны. Один неверный шаг, и огромная самка может растоптать любого, кто покажется угрозой. Они отплыли чуть дальше и решили подождать. Прошел час. Мужчины успели поймать пару окуней, но их мысли все время возвращались к тому малышу. Время от времени до них долетал тот же жалобный звук. Джон, наконец, не выдержал. «Черт побери, Майк, я не могу просто сидеть. Если мать ушла, он погибнет. Может, она где-то рядом наблюдает?» Попытался возразить Майкл, но голос его был неуверенным. «Если бы наблюдала, уже бы вернулась. Мы должны помочь». И он взял весло, направив лодку обратно к берегу. Когда они подплыли ближе, лосенка еще можно было разглядеть. Он барахтался уже вяло, из последних сил пытаясь держать голову над водой. Его глаза, огромные и темные, были полны ужаса. Мама-лосиха исчезла. Мужчины не видели ни следа ее присутствия. «Все, действуем», — сказал Джон. Он осторожно подогнал лодку ближе и, рискуя опрокинуться, наклонился, чтобы схватить малыша за шкуру. Лосенок инстинктивно дернулся, пытаясь отбиться. «Тише, малыш, тише», — говорил Джон, чувствуя, как дрожит его сердце. С трудом, но им удалось втащить бедное животное в лодку. Оно было насквозь мокрое, дрожало от холода и страха. Сердце его билось так быстро, что рыбаки испугались, как бы оно не разорвалось от напряжения. «Ему конец был бы через минуту», — сказал Майкл. «Бедный малыш». Они отвезли его на небольшой песчаный берег, где можно было уложить его и дать отдышаться. Лосенок лежал, вытянув длинные тонкие ножки, и едва шевелил ушами. Джон снял с себя куртку и накинул на него. «Надо согреть». Через несколько минут лосенок начал тихонько шевелиться, потом поднял голову.
Казалось, он все еще не понимал, где находится. «Что теперь?» — спросил Майкл. «Оставить?» «Нет, так нельзя. Без матери он не выживет. Давай подождем. Может, она вернется». И они ждали. Прошло 10 минут, потом 20. Солнце поднималось все выше. Лес вокруг был тих, только редкие крики птиц нарушали тишину. И вдруг из глубины леса раздался знакомый гортанный звук. Лосенок поднял голову, его уши навострились, глаза засверкали. Он тихо пискнул в ответ. Из зарослей показалась лосиха. Она стояла настороженно, вглядываясь в людей, готовая броситься, если потребуется. Джон и Майкл отступили к лодке, не делая резких движений. Лосиха издала еще один зов, и лосенок, шатаясь на дрожащих ногах, поднялся. Он медленно пошел навстречу своей матери. Вскоре они исчезли в чаще. Рыбаки молчали. Только теперь они осознали, как близко малыш был к смерти. «Мы сделали, что должны были», — тихо сказал Джон. «Да», — кивнул Майкл, глядя вслед животными. «И знаешь, мне кажется, мать все это время где-то рядом была. Просто ждала, проверяла, можно ли доверять. Потом, когда солнце клонилось к закату, они решили возвращаться. По дороге в город разговор все не шел у них из головы. Каждый думал о том, как сильна связь между матерью и ребенком. Даже у животных. Спустя несколько недель Джон снова приехал на озеро. На том же месте, где тогда произошло спасение, он заметил пару лосей, большую самку и подросшего малыша. И хотя он не мог быть уверен, что это именно те самые, внутри у него защемило сердце. Он тихо сказал: «Ну что, дружок, живи долго». Потом, когда он рассказывал эту историю своим друзьям в баре, никто не верил, что лосенок мог выжить. Но Джон знал правду. Он видел в глазах того животного благодарность. Настоящую, человеческую. Через год история о двух рыбаках из Онтарио облетела весь интернет. Местная газета написала о них статью. Люди, которые спасли жизнь дикому детенышу. Джон и Майкл не считали себя героями. Они просто сделали то, что подсказало сердце. Они понимали, иногда не нужно быть ветеринаром или специалистом по дикой природе, чтобы помочь. Достаточно просто не пройти мимо. С тех пор они каждый год приезжали на то самое место. Рыбачили, смеялись, вспоминали тот день. Иногда им даже казалось, что где-то на берегу мелькала та же лосиха. Возможно, это было просто совпадение, а возможно, благодарность природы тем, кто не остался равнодушным.